Приветствую, технобратья! А вот и долгожданная вторая часть видео про самодельный 4-цилиндровый двигатель Lenoir. Кто не помнит или не понимает, что тут происходит, ссылку на первую часть я оставлю в описании. Посмотрите, кто не видел. И кратко поясню. Ржавый Васян претерпел ряд изменений и не смог оклематься после них. И тут появился мой друг Никита с его проектом 4-цилиндрового ДВС. В данной части будет произведено кардинальное улучшение двигателя, а также будет собрана реально работающая машинка на этом двигателе. Так что устраивайтесь поудобней, запасайтесь плюшками с чаем. Материал для этого ролика предоставил Никита, а для вас вещает MadMac. Погнали! В конце прошлого видео мы просили вас придумать название для этого двигателя, и победило название Чих-Пых. Символично. Итак, продолжаем. В видео не будет процесса создания деталей, потому что сами детали крайне примитивны и наглядно показаны. Конструкция не сильно отличается от первой версии. В этом моторе автор устранил главные проблемы старого двигателя. Это отсутствие жесткости, огромное количество люфтов везде, огромные зазоры в цилиндрах, отвратительные клапана и система зажигания. По большому счету проблемы были практически везде, а также автор дал новую жизнь этому двигателю. Для обеспечения жесткости была собрана новая несущая рама. Для этого были использованы 7 подшипниковых опор, больше шпилек, не менее 10 штук. Опоры под цилиндры теперь выполнены не из профиля 10 на 10, как это было, а теперь используются цельнометаллические алюминиевые бруски 12 на 12. ГБЦ теперь не собрана из ряда пластин, а выполнена из цельного бруска алюминия 200 на 45 на 15. Танцуйте теперь от этих размеров. Вот так вот оно выглядит внизу. Здесь вот по 4 отверстия с двух сторон. Один будет впуск, второй выпуск. Валы. Все валы, которые присутствуют в конструкции, установлены на подшипнике. Коленчатый вал был сварен из добротной шпильки М8. Сварка осуществлялась без разрезания шпильки на части. Колени коленвала выполнены из гладкого вала от обычного принтера. Перед сваркой коленей в них были предварительно установлены втулки для шатунов. В данном узле подшипники не обязательны. Из-за площади вала колена и втулки зазор будет меньше, чем при установке малого по толщине подшипника. Да и размеры подшипника и его масса в данном узле будут только мешать. Да и вообще в заводских движках тоже используются пары скольжения. Как все сварили, можно выпиливать лишние части. Такая схема сборки коленвала необходима, чтобы при сварке металл не повело. Использование шпильки как основы для коленвала обусловлено ее механическими свойствами. Если использовать каленый вал от принтера, то если его после сварки повело, такой вал выпрямить и не повредив остальную конструкцию будет практически невозможно, а шпилька достаточно твердая для работы движка и при этом достаточно мягкая, чтобы ее можно было легко выпрямить в определенном месте. Цилиндры. Все, кроме одного, были испорчены в прошлый раз. Овальность внутри цилиндра была обусловлена неправильной шлифовкой и внутренний профиль стал овальный, а это нехорошо. Поэтому сегодня был разработан и применен новый способ шлифовки цилиндров. На трубку наматываем наждачную бумагу и катаем цилиндр, словно тесто скалкой. Таким образом обеспечится равномерная шлифовка внутренней поверхности цилиндра. Полученная ровность и чистота поверхности такая, что после формовки поршня, а мы помним, как надо поршни из холодной сварки формовать, после отверждения холодной сварки поршень сам выпадает из цилиндра и без притирки должен слегка пружинить даже без использования масла. Таким образом Никите удалось сделать все цилиндры, и в перспективе этот двигатель может работать как четырехтактный на низкой компрессии. Но зазор все равно есть небольшой из-за усадки холодной сварки. Шатуны изготовлены из цельного болта М5 длиной 54 мм и выполнены максимально короткими, чтобы уменьшить высоту движка и воткнуть туда ремень на 300 мм. А как мы помним из прошлой части, ремень в тот раз нам приходилось сшивать, и из-за полученного шва хромала работа двигателя. Насчет длины шатуна и хода поршня. В данном случае ход составил порядка 22 мм, а длина шатуна не менее 54. Это отношение 2:45. А мы помним, что длина шатуна должна быть минимум в 1,5-2 раза больше, чем ход поршня. Если длина шатуна будет меньше, то движок заклинит. Помните об этом. Да и вообще, не стоит привязываться к размерам, которые озвучены в этом видео. Смотрите на отношения и зависимости, так как у каждого свой хлам и под свой хлам надо подстраиваться.
Поршни, как я уже говорил, выполнены из холодной сварки. Как их делать, было показано в первой части. Если не видели, то посмотрите. Крепление поршня к шатуну обеспечилось таким же образом, как и в прошлый раз. Единственное, что сейчас вместо втулки используется соединение по типу вин-гайка, где палец это шпилька, а на шатуне припаяна гайка. Я думаю, по схеме все понятно. Помните, чем меньше люфтов и больше жесткости, тем выше вероятность успешного запуска и стабильной работы. Кулачки впуска и выпуска имеют разный профиль. Это важно. Это линуар, а не четырехтактный двигатель, так что это вам не это. Клапана выполнены из самых ровных саморезов, которые можно было найти. Шляпка должна быть без заусенец и выступов. Этим саморезам отпуск не нужен. Легко притереть к алюминию. Для тех, кто не знал, в ГБЦ под посадочное место тарелки клапана запрессовывается стальная втулка в алюминиевую башку, и клапан притирается непосредственно к стали. А в нашем случае притирка осуществляется к алюминию. Алюминий мягкий и со своим характером, поэтому в просверленном отверстии под клапан ножом или сверлом аккуратно снимаем фаску. Тут стоит быть предельно осторожным, чтобы не было перекосов при снятии фаски, иначе край фаски может пойти волной и нормальной герметизации не будет. Клапан шлифовать нельзя, чтобы не было шероховатой поверхности. Какой есть гладкий, такое и используем, шляпку не трогаем. Вставляем клапан в посадочное место и пару минут притираем клапан на сухую. Учитывая, что башка из алюминия и клапан стальной с гладкой поверхностью шляпки, то при притирке клапан легко деформирует все микронеровности и размажет алюминий под собой, формируя тем самым четко герметичное место. Посадочное место, где ходит стержень клапана, должно быть максимально герметичным. Для этого в ГБЦ просверливаем отверстие сверлом меньшего диаметра, чем стержень клапана, и растачиваем данное отверстие круглым надфилем, пока туда не пролезет клапан. Хорошая герметизация в данном месте обеспечит необходимое разрежение для всасывания смеси. Также эта герметизация нам понадобится в случае установки карбюратора. Свечи надо сделать так, чтобы искра била от контакта к корпусу, а не по изоляции. Если искра будет касаться изоляции, то изоляция со временем сгорит и начнет пропускать искру в обход. Чтобы не было срача в комментариях, сразу скажу, что диэлектрик, он диэлектрик для определенных условий. Обычно после превышения определенного напряжения и частоты тока диэлектрики прекрасно проводят ток. Свечи Никита делал так. Контакт сильно отнесен от корпуса свечи и кончик проволочки загнут поверх изоляции, чтобы искра била в край отверстия для этой свечи. Свечи получились сменные, сделанные из латунных термобарьеров от 3D принтера и закатанные в холодную сварку. По словам Никиты, это идеальные свечи, они прочные, герметичные, сменные и не сжигают сами себя, что очень важно. Провода от микроволновки высоковольтные, красивые. Трамблер на ГБЦ выполняет роль распределителя для свечей. Он не определяет время удара искры, как это было раньше. Сейчас для этого на маховике стоят 4 магнита, а на раме геккон. Спасибо одному из зрителей за идею. Чувак, ты мне в ЛС писал, со словами «передай эту идею Никите», я ее передал. Маховик 4 раза за оборот в определенный момент замыкается и открывает мосфет, который подает ток с конденсатора на схему преобразователя. Такая система лучше работает с ограничением тока, чтобы конденсатор заряжался низким током. В момент замыкания геккона конденсатор большим током разряжается на схему преобразователя, и с трансформатора идет один короткий импульс, после чего он отключается, даже если мосфет еще открыт. Так как источник тока ограничен и не может питать схему постоянно, только в момент разрядки конденсатора. Так схема работает четче всего, но она может работать и без ограничения, но менее стабильно, и так она тратит больше энергии. Дополнительные модификации. Теперь у двигателя появилась еще и система охлаждения. Радиатор сделан из трубок и профилей. Вентилятор с приводом 1 к 2. Рукав охлаждения согнут из тонкого листа железа. В данный момент система охлаждения
не работает из-за отсутствия насоса, но она работала бы, просто кому-то ее лень допилить. Теплоемкости воды в рукаве хватает на 3 минуты работы, перегрев наступает примерно на 70 градусах. Если бы был задействован радиатор, то это время можно было дотянуть примерно до 80 минут стабильной работы. Работа движка. Ну вот, после всех этих доработок двигатель приобрел новую жизнь и более стабильную работу. Двигатель может работать и на бензине, или же на газе. На газе проще организовать стабильную и долгую работу, просто сунув трубки, идущие от баллончика с газом, прямо во впуск, а на бензине с маслом он работает лучше. Но тут уже проблематично добиться введения смеси в камеру сгорания. Внутренний канал впускного и выпускного коллектора лучше делать больше, чем имеется сейчас. Так двигателю будет легче дышать и будут выше обороты. А если сделать каналы слишком маленькими, то двигателю не будет хватать смеси, чтобы вообще завестись. Короче, лучше не мельчить. Также хочу обратить внимание на то, что двигатель должен легко крутиться и иметь маховик, который обеспечит вращение по инерции минимум на 3-4 оборота. Слишком сильные пружины на клапанах, кривые валы и отсутствие подшипников увеличат внутреннее сопротивление так сильно, что даже 4 цилиндра не смогут его провернуть. А слишком легкий маховик не прощает пропуски. Это уже не работа, это целая рубрика «Эксперименты» и «Танцы с бубном». Вот почему я ненавижу работать с ДВС, слишком уж привередливая система. В качестве эксперимента была собрана форд-камера для каждого цилиндра, но заметного эффекта замечено не было, возможно косяк при изготовлении. После запуска и проверки всех систем Никита пошел дальше и решил сделать повозку сатаны. Да, установить самодельный 4-цилиндровый двигатель на самодельную машину. Это будет эпично. Для этого первым делом соберем раму из тех же алюминиевых профилей. Втыкаем оси с колесами и устанавливаем двигатель. Теперь разберем механизм передачи крутящего момента на задний мост. На валу маховика закреплен шкив от принтера на 20 зубов. Через ременную передачу идет соединение с редуктором от болгарки, где на входной вал установлен еще один шкив от принтера, только на 60 зубов. На выходном валу редуктора от болгарки закрепляется самодельная звездочка на 11 зубов. И через цепную передачу идет соединение с задним мостом, на котором зафиксирована стандартная звездочка на 22 зуба. Редуктор от болгарки также имеет возможность крутиться на раме, чтобы можно было регулировать силу натяжения цепи и ремней. На перспективу есть задел для установки сцепления. По итогу, обороты на газе примерно 270. На бензине до 450.
Но вот если бы впускные каналы были шире, то было бы лучше. Но даже так мощности хватает, чтобы привести эту адскую колесницу в движение, причем уверенно. Общие механизмы передачи обеспечивают передаточное отношение 15 к 1. Но она поехала бы и на 10 к 1. Машина на данный момент не готова к серьезным выездам, так как топливная система почти не может регулировать его обороты. Мощности недостаточно для быстрого перемещения. Недоделана система охлаждения и нет радиоуправления. Она сделана, чтобы показать, что этот двигатель все же имеет достаточно мощности, чтобы двигать тележку весом 10 кг с какой-то скоростью даже по неровной дороге. Примерно механическая мощность двигателя 25-40 Вт, в зависимости от топлива. Вот такие пироги, друзья. Это видео демонстрирует, что при наличии желания, знаний и минимум материала нет ничего невозможного. Оно работает, оно живое. Самодельный двигатель, чих-пых и самодельная машина. Повозка сатаны. Для вас вещал MadMac, а изготавливал двигатель и предоставил материал Никита. Ссылку на него я дам в описании. И в заключение хочу процитировать главного конструктора. Главное – это жесткость, отсутствие люфтов и качество изготовления деталей. А остальное на свое усмотрение. Все нюансы я рассказал. Придерживайтесь описанных советов, и любой двигатель заведется. На этом мы с вами прощаемся. До новых самоделок, технобратья. Всем пока!